1565 году Иван Грозный, правитель Руси, бежал из столицы со своей семьей и государственной казной. В письмах, разосланных по всей стране, он обвинял бояр в предательстве и призывал народ восстать против знати. Разгневанные москвичи начали громить дворянские усадьбы. Под напором этой народной смуты бояре вынуждены были умолять царя вернуться, но ценой предоставления ему неограниченной власти для расправы над оппозицией. Так начались страшные времена опричнины, режима террора, который должен был изменить Русь. Но реформы Ивана Грозного приняли крайне причудливые и жестокие формы. В середине XVI века царь, начав войну с Ливонским орденом, не ожидал, что она окажется нелегкой. После вступления в нее Литвы, Дании и Швеции война превратилась в затяжную и дорогостоящую. Набеги крымских татар, польские и литовские вторжения, голод, торговая блокада и растущие военные расходы опустошили Россию. Военные неудачи подорвали авторитет Ивана IV, родового боярства и всей системы управления страной. Победы западных стран в Ливонской войне подчеркнули преимущество их формы государственности перед Московским царством. Князь Андрей Курбской, который ранее был близким соратником царя, но затем перешел на сторону Литвы, открыто осуждал царя за то, что тот игнорировал более совершенные западные образцы государственного устройства. По его мнению, поражения в Ливонии были результатом отказа от этих принципов. Литовский дворянин Пересветов, когда оказался в Москве, не стал прямо критиковать местные порядки из опасения. Вместо этого он описал утопическое образцовое государство, подобное царству турецкого султана, и предложил целый ряд советов, вдохновленных опытом Османской империи. Он советовал полагаться на надежных янычаров, получающих жалования, и окружать себя близкими советниками, без которых нельзя было бы принимать серьезные решения. Поэтому Иван Грозный, осознавая необходимость некоторой вестернизации и модернизации, после неудачи в Ливонской войне решил провести новую внутреннюю политику. Но он радикализировал реформы, доведя до крайности и последующего подавления. Для этого ему нужна была широкая общественная поддержка. В начале декабря 1564 года в Москве было объявлено, что царь оставил свой престол. Иван Грозный разослал жалобные письма, в которых напрямую обращался к народу и проповедовал о притеснениях и вреде, причиненных народу со стороны бояр-предателей. Эти призывы упали на благодатную почву, и москвичи начали восставать против дворянства. Под давлением разгневанных народных масс бояре просили его отвести от них гнев и править по своей воле. Условием возвращения Иван Грозный ставил предоставление ему неограниченной власти. Все условия были беспрекословно приняты, и в начале февраля Иван IV вернулся в Москву победителем. Таким образом, он получил поддержку и одобрение для радикальных реформ и введения опричнины, сохраняя определенные отношения с боярством и обществом в целом. Реформы предполагали введение жестоких репрессий. Они не были направлены против крупного боярства, а свелись к уничтожению отдельных лиц и не нарушали прежнего порядка. Например, влиятельный род Шуйских в его царствование вошли в состав опричнины и почти не потерпели убыли среди членов рода. Наибольший удар пришелся именно на присоединенные недавно территории – Новгородскую республику, Псков, Тверь. Там опричники действовали с особой жестокостью, фактически истребив местную знать. Новгород и другие земли, имевшие связи с Европой, представляли наибольшую угрозу с точки зрения проникновения западных влияний. Иван Грозный разделил страну на две части – опричнину и земщину. Боярский совет управлял земщиной, землей. Территория опричнины поставлена под прямой контроль царя и располагалась в Северной и Центральной Московии. В этих областях царской власти все еще приходилось считаться с хорошо укрепившейся мощной позицией, и где процесс превращения страны в поместье властителя еще не достиг полного завершения. Опричная территория была создана путем насильственного выселения бояр высшего дворянства и своих имений. Бояре были либо казнены, либо переселены на земли, которые продолжали управляться традиционным способом – земщиной. Особая жестокость опричного террора, обрушившаяся именно на Новгородскую республику и ее население, может быть истолкована как целенаправленная дискредитация западных влияний и идей в глазах народа. Иван Грозный не распространял опричные реформы на всю страну, оставляя себе возможность отказаться от радикальных преобразований в будущем, таких как вестернизация, которые были дискредитированы опричным террором. Сохранялся противовес опричне в виде земщины, регионов, не затронутых реформами и сохранявших традиционный уклад. В 1556 году царь созывает Земский собор, на который приглашает представителей знати
среднее дворянство и купеческую верхушку. Государь задает вопрос, принять ли предложенный Литвой мир или продолжать войну. Собор высказывается за войну и тем самым соглашается на введение новых налогов, которые были необходимы для продолжения военных действий. Это подчеркивает, что земство на русской почве расцветало в это мрачное время. Управление на территории опричнины проводилось членами нового царского двора, которые в основном набирались из мелкого дворянства и иностранного населения. После выполнения задач по устрашению позиций, такую малозначительную в высшем смысле силу можно было ликвидировать без значительных репутационных и политических издержек для Ивана Грозного. Но ведущую и контролирующую роль среди опричников играли выходцы из старого боярства. Например, Алексей Басманов, принадлежавший к старшей ветви одного из старейших боярских родов Плещеевых, не был человеком из народа Малют Скуратов, главный палач Ивана. При принятии новые опричники должны были принести присягу на верность, в которой обещали также не есть и не пить с земщиной и не иметь с ними ничего общего. Их одежды были стилизированы под католическое монашеское деяние. Они казались новыми существами, пришельцами из подземного мира. Вместе с крайним насилием и беззакониями это создавало образ радикальной вестернизации, доведенной до абсурда и ужаса. Опричники несли прикрепленную к седлу отрубленную собачью голову или настоящую волчью голову и метлу. Сам Иван носил грозную собачью голову, сделанную из железа, с челюстями, которые открывались и закрывались, когда его лошадь скакала. Использование опричниками собачьих голов было символом их абсолютной преданности и служения лично царю. Жуткий символ создавал образ крайнего отчуждения опричников от народа, их разрыва с традиционными ценностями и человечностью ради слепого подчинения самодержцу. Опричникам разрешалось безнаказанно подвергать измывательствам и казням обитателей, находившихся под их властью областей, и грабить их имуществом. В дальнейшем свидетель и соучастник Генрих Штаден рассказывает, опричники обшарили всю страну, все города и деревни в земщине, на что великий князь не давал им своего согласия. Они сами составляли себе наказы, будто великий князь указал убить того или другого из знати или купца, если только они думали, что у него есть деньги. Опричники известны тем, что ездили на вороных лошадях и, возглавляясь самим Иваном, терроризировали гражданское население. Им не было никакой необходимости это делать так открыто и демонстративно. Важную роль играло пристрастие царя к зрелищной стороне поведения, а не реальные масштабы репрессий. Его умение придавать своим действиям характер трагического спектакля. По подсчетам, известных жертв опричного террора было около 10 тысяч человек. Население московского государства составляло 8-10 миллионов. Для сравнения, в то же самое время, в ночь Святого Варфоломея парижане убили примерно 1500 гугенотов. Продолжавшаяся в других городах резня протестантов довела число жертв до 5000. Правда, Франция этого времени насчитывала около 20 миллионов обитателей, и сравнительно число жертв меньше. Иван Грозный также создал из опричников особую церковь, которая молилась за жертв террора. Таким образом, можно предположить, что вину за террор он пытался переложить на церковь и Бога. Неограниченная власть опричников, данная им Иваном Грозным, стала одной из главных причин того, что народ возненавидел их из-за жестокости и произвола, а вместе с ними идею реформ и вестернизации. На фоне этого беспредельного опричного террора старое родовое боярство начало восприниматься как относительно более близкое и понятное простому люду. Побочным результатом этого стало то, что Иван Грозный боялся потерять поддержку в глазах родового боярства, которую он получил перед введением опричнины. Митрополит Филипп пытается вступиться за преследуемых и в присутствии царя произносит в Успенском соборе проповедь о необходимости упразднить опричнину. Разгневанный Иван ответил, как сообщает новгородский летописец, грозным предупреждением: «Мягок я был с вами, но теперь вы меня взвоите». Первый удар был нанесен по Боярской думе. Был казнен старший боярин думы и другие представители старых боярских фамилий. Обезглавленная дума не воспротивилась осуждению митрополита Филиппа, сосланного в монастырь и там убитого. Казни заговорщиков сопровождались убийством их родственников и слуг. Когда нити заговора потянулись в Новгород, Иван Грозный в январе 1570 года отправился с армией опричников в крупнейший торговый центр страны и расправился с ним как с завоеванным вражеским городом. Разграблен был и Псков, но его жителей царь пощадил, испугавшись, как гласит легенда, угроз юродивого. Дискредитация опричнины через ее собственные чрезмерные жестокости могла бы быть способом Ивана Грозного постепенно избавиться от них
без больших потрясений для своей власти. Он мог предусмотрительно набирать опричников из иностранцев и мелкой дворянской знати с целью упростить последующее устранение этой организации. Начинаются казни самих опричников. Фаворит Ивана Федор Басманов умер после отправки в ссылку на Белое озеро. Место казненных заняли Малюта Скуратов и Василий Грязной, верные рабы, ни в чем не прекословившие царю. Хотя опричники создавались для борьбы с внутренней оппозицией и не были профессиональной полевой армией, их отправили для отражения набега крымских татар. Весной 1571 года крымский хан Девлет-Гирей беспрепятственно подошел к Москве, поджег посады, разграбил окрестности и ушел с огромной добычей. Опричников обвинили в трусости, неумелости, предательстве. Разгром татар земским территориальным ополчением под Молодями в 1572 году стал одним из ключевых факторов, приведших к окончательному распуску опричнины. Испуганный террором опричников народ поддержал ее отмену и других реформ, вернувшись под крыло старой власти. Опричное войско и земли были возвращены в состав земщины. Царским указом было запрещено употреблять само название опричнины. После ее упразднения не произошло никаких катастрофических последствий для самодержавия. Это ставит под сомнение ее ключевую незаменимую роль. У Ивана Грозного была альтернативная система управления – земщина, которая могла прийти на смену опричнине после ее ликвидации. Царь не остался без средств управления. Когда опричники были расформированы, термин «двор» заменил ее. В октябре 1575 года Иван Грозный передал власть в государстве недавно крещенному татарину, касимовскому царю Симеону Бекбулатовичу. Иван просит для себя удел, разделяя фактически снова государство на две части. Свой удел Иван взял города, которые ранее в опричнину не входили. Набрав в удельную армию новых людей, Иван завершил истребление старого опричного руководства. Сведения об бесчинствах опричников сбежавшего пленного немца Альберта Шлихтинга в 1570 году попали в Польшу. Оказавшись в Ватикане, они производят сенсацию. Папа Пий V отказывается от намерения вести с Иваном переговоры о церковной унии. Историк Веселовский заключает, что опричнина не преследовала государственных целей и не внесла никаких существенных изменений в организацию двора, а временно разделила его на две враждующие или соперничающие части и оставила после себя только путаницу и скверные воспоминания. Она длилась всего 8 лет и в итоге провалилась. С устранением опричнины в России возобновились традиционные организации управления. Последовавшая Великая Смута была периодом серьезных политических и социальных потрясений. Только правильно проведенные реформы при династии Романовых привели к процветанию страны. Не забудьте подписаться, пишите комментарии, ставьте лайки.